Всем привет! Сегодня Интер Милан, и это дерби Милана. Без ложной скромности, можно сказать, одно из главных и самых ярких событий мирового футбола. И для меня это будет уже 10-е дерби. Сразу хочется отметить редкую ситуацию для дерби. Билеты все еще есть в продаже. В принципе, за 200 евро вы прямо сейчас можете купить официальный билет. Обычно sold out задолго до начала матча, но при этом люди все еще ищут билеты. Может, хотят что-то подешевле. Встретил ребят из Таджикистана, тоже хотят попасть на дерби, но говорят, 200 дорого. Говорят, перекупщики по 50 предлагают, но боятся, что это кидалово. Я им объяснил, что да, но дерби за 50 это кидалово, не надо. Приехал за 2,5 часа до матча, обычно я так рано не приезжаю, но сегодня еще был на Монца Болонья, поэтому решил после матча двигаться сразу к Сан-Сиро. Задолго до матча фанаты собираются в кафе на районе возле стадиона и, конечно же, обсуждают футбол. Очень символично, что одно из заведений возле Сан-Сиро называется дерби, потому что, как вы понимаете, это одна из главных вещей для Милана. Легкий традиционный итальянский перекус с видом на Сан-Сиро. На 17:30 был назначен сбор фанатов Милана на площади возле Сан-Сиро со стороны Курва-Суд. Уже 18:10 все еще собираются, но, думаю, будут тут что-то организовывать. Одна из особенностей ультрас Милана, они не носят клубные футболки. Они все ходят в черном. Вон уже начинают зажигать какие-то фаеры, но в принципе тут грустненько, так что пойду посмотрю, что творится на стороне Интера. Еще помните, как когда-то была игра GTA, и там районы были поделены между бандами? Так вот и Сан-Сиро поделены между ультрас, и вот южная сторона принадлежит Милану. Не только стадиона, но и в целом район. Тут больше расписан миланскими граффити, тут собираются фанаты Милана. А сейчас мы пойдем на север, чтобы вы не забывали, что это территория Курва-Суд. Ну, вот я и на северной стороне, тут собираются фанаты Интера, тут, конечно, поживее, но это естественно, потому что это их домашний матч, и сегодня 95% стадиона будет принадлежать именно им. Так как дерби домашнее для Интера сегодня, фанаты готовятся встречать автобус с командой. Вот барчик Баретта. Помните, я его как-то снимал полупустым в день матча Милана? Вот сегодня туда, в принципе, даже подойти тяжело, потому что это место встречи фанатов Интера. Конечно же, встречают и автобус Милана. Но автобус Милана встречают криками, что те, кто за Милан, те куски дерьма. Продолжаем ждать автобус. Из 6 последних дерби все 6 проиграл Милан. И сейчас Милан тоже в кризисе, они подумывают об увольнении тренера. В отличие от фанатов Милана, фанаты Интера почти все в клубных футболках обычно. Этим они выглядят попозитивнее, потому что фанаты Милана это какая-то банда, они даже называют себя бандитос. В отличие от юга, на севере, конечно же, все граффити за Интер. Запах фаеров означает, что автобус уже приближается. Салют в честь будущего чемпионства Интера. Придают команде заряд бодрости перед матчем. Хотя я думаю, что Интер и так достаточно бодр. Ну и все, сейчас все эти люди будут ломиться, чтобы зайти на Сан-Сиро. Двигаемся к нашему входу. Обожаю атмосферу Сан-Сиро перед матчем. С этих входов заходит Курва Норд.
посмотрите на эту маленькую фанатку. Вот уже с таких лет итальянцы ходят на стадион. Движение вокруг Сан-Сиро настолько затруднено, что практически невозможно обойти его по кругу, потому что все забито людьми. Это с трудом, но удалось зайти. Конечно, людей невероятное количество. И даже есть фанаты Милана, рисковые ребята. Ну, а тут девочки проверяют девочек, мальчики мальчиков. И ворота на вход. Я уже внутри. Я зашел по своему сезонному абонементу. Но друзьям на этот матч, на предпродаже, как владелец абонемента, я купил билеты по 85 евро. Ну, тут вип-вход в скайбоксы. Представляете, какое количество звезд футбола и не только через него обычно проходят. Новинка, помимо основного фаншопа на Сан-Сиро, добавили еще такой маленький поп-ап-магазин по дороге на трибуны. Вот специальная реклама приветствует нас на дерби. Конечно же, фанаты на такие матчи съезжаются со всего мира. Стена с совместными достижениями команд и Интера, и Милана. И снова я на самом верху Сан-Сиро. Это держит меня в форме, подниматься сюда регулярно. Курва-суд в боевом настроении. Футболисты разминаются. Я был на Сан-Сиро 135 раз, и в целом на Сан-Сиро атмосфера мне больше нравится на Интере. Но курва-суд фанаты Милана, как отдельная курва, мне кажется, более мощно поддерживает клуб. Поэтому дерби именно Интер-Милан, когда стадион интеровский, а курва Милана, они в меньшинстве, мне кажется, самая атмосферная. Обычно на дерби, на курве Норд хореография, как минимум на Норде, но часто на весь стадион. Но на этом дерби, скорее всего, крутой хореографии не будет, потому что у них там проблемы в фанатской среде. А у Милана, похоже, будет хореография. С осени 2021 года я был на всех миланских дерби, кроме тех, которые были не в Италии. Похоже, готовится что-то серьезное. Они к дерби подготовили новый формат рекламы. Я такого еще на Сан-Сиро не видел. Одна звезда превращается в две звезды, потому что Интер 20 раз стал чемпионом. 20-й раз Интер стал чемпионом именно в дерби против Милана на этом стадионе. Я, конечно же, был. Готовится хореография от Милана. Что же они задумали? Всегда эти хореографии держатся в строжайшем секрете, и никто, кроме инициативной группы, не знает, что же именно будет сегодня на матче. Что, это Леонардо Ди Каприо? Да, это реально Леонардо Ди Каприо. Как же встречают игроков. Каждая хореография имеет какой-то глубокий смысл. В принципе, если бы я знал итальянский, я бы понял. Но пока могу только предполагать. Ходят игроки, скоро все начнется. У Интера сегодня вместо хореографии просто флажки, которые напоминают о том, что они 20 раз стали чемпионами. Точно обидно, что сегодня хореография только от Милана. Ну, выглядит круто. Сейчас она потихоньку растворится в небытие, потому что хореография существует только один раз на протяжении нескольких минут. И все, и они никогда не повторяются. Что, начали? Весь матч обе курвы не умолкают ни на минуту. Все время поддерживают свой клуб. Пулишич ловко убегает от защиты, и Милан забивает свой первый гол в этом матче. Смотрите, как все пылает. Это может быть очень важная победа для Милана. Может, она спасет их тренера Фонсеку на посту.
Настроение этих парней явно стало получше. И вон среди всех в черном стоит в оранжевом их неизменный лидер Бароне. Видите, по центру. Курвасуд сегодня в огне во всех смыслах этого слова. Смотрите, что вытворяют. А вот и Интер сравнивает счет. Человек. Перерыву 1-1, ждем второй тайм. Милан не так плохо, как мог бы быть, но, понятно, не тот Милан, что был когда-то. Милан забивает, и, похоже, это их долгожданная победа в дерби. 6 дерби они не выигрывали. Как долго они этого ждали. Что ж, Милан таки побеждает 1-2 в этом дерби. Такая долгожданная для них победа. Но, честно говоря, реализация моментов оставляла желать лучшего. Игроки Интера поблагодарили своих фанатов за поддержку. Но, слушайте, проиграть одно дерби из 7 не стыдно. Ну, а Милан, конечно, празднует. Несмотря на то, что команда очень плохо начала сезон, фанаты все равно горячо поддерживали свой клуб. Они пели весь матч, они хлопали, подбадривали. В общем, фанатская поддержка — это многое в футболе. Теперь вопрос, а что будет с Фонсекой? Говорят, что это дерби многое для него значило. Ну, возможно, после дерби он таки еще останется у руля, и ему дадут шанс. В принципе, результат по игре. Милан действительно в этой игре выглядел лучше, и счет мог бы быть еще больше в его пользу, если бы они нормально реализовывали свои возможности. Так, похоже, фанаты Милана поют песню, которую поют обычно фанаты Интера, Джиро Италия Порте, но, видимо, они как-то там обидно для Интера поменяли слова. Это футбол, Интер считался сильнее, был фаворитом, но выиграл Милан. Такое бывает. Обычная в Италии ситуация, практически уже пустой стадион, но гостевых фанатов, хотя они на своей трибуне, еще долго не выпускают. Всегда во время матча Интера гостевая трибуна — это вот этот третий верхний уровень. Но специально для матча Милана им отдают их родной второй уровень. Это было мое 135-е посещение Сан-Сиро, и, как всегда, это просто огонь. Но настало время покидать стадион. Тяжело отсюда выходить. Главное после матчевое развлечение фанатов — выпить пиво, съесть что-то вкусненькое и обсудить матч. Матч давно закончился, но пение фанатов Милана до сих пор слышно на улице. Такое горячее было дерби. Рад, если благодаря мне вам хоть на чуть-чуть удалось прочувствовать его атмосферу. Если понравилось, подписывайтесь.